Друзья, всем привет! Вот и подкатила обнова, которая должна выйти в мае месяце. Да, ее еще не могут установить все игроки на Android и на iOS устройствах. Но вы можете зайти в Telegram-группу и скачать APK-файл, который даст вам возможность уже попробовать самостоятельно, что и как там работает. Еще раз напомню, что это можно сделать в Telegram-канале. Переходите, скачивайте, и маленькое уточнение. Его можно установить только на Android-устройство. Так что мы сегодня с вами разберем обновление, посмотрим, как что работает, и я думаю, что вам это будет достаточно интересно. Но, ребят, перед тем, как приступить к разбору, у меня большая-большая просьба к вам. Подписывайтесь на мой второй канал, там уже более 700 человек, и хотелось бы все-таки уже добить до 1000. Для вас это ничего не стоит, это секундное дело, зашел, подписался. Если ролики там вам интересны, посмотрите их. Там ролики всегда выходят в первую очередь. Итак, давайте приступать к обновлению и посмотрим, что же все-таки нового. Первое, что я хотел обговорить, это то, что вышла новая глава под номером 36. Называется она «Злая пустота». Ребят, глава состоит с 50 этажей. Это довольно-таки много, но я думаю, что там будет очень и очень сложно. Я уже рассказывал неоднократно, что я главы пока не прохожу. И как только я дойду до этой главы, я вам обязательно покажу ее, как она выглядит изнутри. А вы, если уже прошли, обязательно пишите про это в комментариях. Ну а мы двигаемся к самому основному, что появилось в обнове, ребят. Это то, что у нас появляется алтарь героев. Он работает, в принципе, так же само, как и работал алтарь снаряжений. Так что, в принципе, здесь ничего нового нет. Единственные моменты, которые нужно обговорить обязательно, вам понадобятся как материалы улучшения, это сапфиры. Так что, если у вас их много, вам незачем просто-напросто беспокоиться. Ну, а также камни кровопийц здесь также понадобятся. Что же видно по первому прокачиванию? Это то, что ваше максимальное здоровье будет увеличиваться, атака также увеличиваться, и защита от снарядов будет становиться больше. С каждым разом, как вы только будете прокачивать и возносить алтарь, вам будут добавляться определенные плюшки. Например, атака и здоровье. Это тоже очень важно. Плюс там еще есть усиление базовые героя. Прикольно, круто, но, ребят, есть и что-то такое не очень приятное, потому что я уверен, что некоторые игроки не собрали героев до 7 звезды, а чтобы вознести алтарь, здесь понадобится нам все-таки осколки героев. Это не сильно хорошо, потому что если вы уже собрали, вам бы было бы намного проще. Я знаю ребят, у которых уже есть по 1000 осколков, которые они не знают, куда их применить. Я все-таки надеялся, что появится новая градация у персонажей, но разработчики пошли другим путем, и сейчас вы увидите на своих экранах, как это все работает. Вы видите, что для прогресса алтаря надо, ребят, осколки различных героев, да, и плюс еще и камни кровопийц. Не знаю, интересно, посмотрим, буду возносить его, и я вам обязательно это буду показывать. А также, ребят, когда вы молитесь, то у вас получается сразу 2 награды. Первая награда за снаряжение, а вторая награда за героев. Прикольно, классно, но не знаю. Честно говоря, не хотелось бы тратить осколки просто так на улучшение алтаря, хотя я понимаю прекрасно, что у вас будет становиться больше атака, больше хп, и это довольно-таки прикольно. Надо пробовать все. Следующее обновление, которое касается экспедиции, друзья, добавилось еще, по-моему, 40 этажей экспедиции, и вот вы видите на своих экранах 500 этаж пройден. Здесь вы получаете, как обычно, шмотки плюс кристаллы, а уже когда вы играете непосредственно в экспедиции героя, вы получаете осколки, яйца и так далее. Двигаемся дальше, и самое такое интересное, что, на мой взгляд, тоже присутствует, это сундук, новый целеститовый сундук. Ребят, за одно открытие вы можете получить камни. Вот вы видите, что повезло, выпадает 4-й камень редкости, а также вы можете открывать сундуки сразу по 10. Сейчас мы тоже это сделаем и посмотрим, что же оттуда все-таки такого интересного нам может упасть. Я так понимаю, что здесь 100% будет 4-й уровень камня, и смотрим, ребят. Вторые камни выпадают, камни кровопийц, монеты, а также осколки. 1 осколок шерри — это очень мало, это безумно мало. Я думал, что все-таки будут выпадать там по 2, по 3, по 4 осколка за такое количество кристаллов, которые вы будете тратить. Но здесь же также могу добавить, что можно хорошенько поднять свои камни-самоцветы на высокие уровни, потому что это не так много, 850 кристаллов, тем более их можно заработать за 2 дня, играя в PvP режим и выигрывая все 10 каток. Следующее обновление касается фермы.
системы. Теперь вы можете не только менять свитки на осколки, а также делать обмен между осколками. Вот на ваших экранах видно, что вы можете отдать 5 атреев и получить 2 бони. Это довольно-таки выгодно. Ну и при этом заплатить еще 40 кристаллов. Друзья, если вам будут выпадать действительно важные осколки, например, такие как Аквея, Синген, Блаза или даже Райан, то обязательно стоит менять, тем более такие осколки, как Атрей, Фарен и Урасил, их добывать намного проще. Так что эта тема действительно интересная. Я очень не рад тому, что у нас всего лишь присутствует 2 обмена. Если бы разработчики добавили хотя бы еще 2-3, это было бы намного интереснее, чем есть. Двигаемся дальше. И следующее нововведение, которое нам вводят, связано с героями и тестом этих героев в пробной версии. Это довольно-таки хорошо для тестирования героя, который только выходит, или тех героев, которые у вас нету, и вы думаете, что этот герой станет у вас основным. Вы заходите, тестируете его урон, как у него проходят скиллы, и вообще просто посмотреть на внешний вид этого героя. Но теперь разработчики добавляют еще одну фишечку, чтобы мы все могли проверять. Теперь мы можем выбирать костюм, который присутствует у этого героя, и посмотреть, насколько костюм действительно работает в тестированной версии. Вы видите, что мы берем сейчас Аквею. У меня этого костюма, к сожалению, еще нету. Он по большей степени как бы и бесполезный, но тем не менее вы сейчас сможете свободно заходить и проверять, как выглядит этот персонаж в этом костюме. Я считаю, что это прикольно, и почему бы и нет, пусть это тоже будет. В принципе, самыми основными такими нововведениями мы разобрались. Также присутствует, вот вы знаете, когда вы идете в главу, вы можете поменять 1 раз скиллы. Теперь вы можете менять 3 раза. Тоже очень может помочь для игроков, которые хотят пройти ту или иную главу. Либо же, когда вы идете в близкую опасность, вы хотите словить кровожадность, чтобы получить больше золота, также можно крутить больше раз. Также вы наверняка сталкивались с такой ситуацией, что у вас просто-напросто слетали все шмотки и все камни. Теперь это можно сделать в настройках, закрепить, и оно больше слетать не будет. Ребят, таким получается обновление. Я надеюсь, что оно вам интересно. Еще раз напоминаю, что если вы хотите скачать обновление сейчас, только игроки Android-устройств, вы можете перейти в Telegram-канал и скачать APK-файл для того, чтобы установить и уже пробовать это обновление. Мы, игроки iOS-устройств, ждем официального релиза, и придется нам, конечно, подождать немножко больше, чем обычно. Я думаю, что неделька, может даже меньше, и обновление тоже будет у нас. Еще раз, ребят, напоминаю вам, чтобы вы подписывались обязательно на 2 канал. Для вас это ничего не стоит, для меня это очень важно, потому что хочется развивать и 2 канал. Вы переходите, подписываетесь, и для меня счастье. Тем более все ролики на 2 канале выходят намного чаще и намного быстрее, чем на этом канале. Такая реальность. Ну что ж, друзья, вам всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайк этому видосу, если он вам понравился. И я думаю, что мы увидимся с вами уже совсем скоро. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.